Правда ли, что Чингук из BTS действительно потерял контроль над собой в неожиданный момент на глазах у миллионов людей? Или за его коротким взаимодействием с Таеоном, которое сейчас сотрясает интернет, скрывается гораздо более мрачная тайна? Узнайте правду, скрытую за кулисами этой напряженной поп-индустрии, где взгляд может значить все, а молчание может стать началом разрушительной бури. Не забудьте оставить свои комментарии ниже. Поставьте лайк, если считаете, что этот репортаж предлагает новый взгляд, и обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить следующее подробное исследование этой захватывающей динамики. Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле происходит, когда гаснут прожекторы и сложные камеры, следящие за каждым движением айдолов, перестают записывать? Или, что еще хуже, когда они запечатлевают то, что должно оставаться секретом в закрытой гримерной? Мировой мир развлечений был потрясен фрагментом видео продолжительностью не более 15 секунд, который уже просмотрели сотни миллионов раз, вызвав беспрецедентно жаркие дебаты среди ARMY. Видео было не о безупречной хореографии или потрясающем вокале, а скорее о мощном эмоциональном взрыве, моменте, когда Чингук, золотой Макне, известный своим невероятным самообладанием, казался совершенно неуправляемым в присутствии Таеона. Что именно вызвало такую сильную реакцию? И почему Таеон просто молча смотрел с выражением лица, которое подразумевало невыразимо глубокую рану? Инцидент начался, казалось бы, обычным вечером в Сеуле, как раз когда феноменальная группа BTS интенсивно готовилась к долгожданному секретному проекту. Атмосфера вокруг обычно тихого и хорошо охраняемого здания HYBE внезапно превратилась в центр цифровой бури, когда анонимный аккаунт загрузил фрагмент прямой трансляции, который руководство должно было удалить в считанные секунды. На размытом, но эмоционально ярком ролике обычно жизнерадостный и энергичный Чингук стоит, затаив дыхание, в узком, тускло освещенном коридоре. Его лицо, которое часто считается мировым эталоном красоты, теперь стало ярко-красным, с выступающими венами на шее, что указывает на уровень стресса или гнева, превышающий пределы, допустимые для публичной фигуры. Перед ним стоял Таеон, который в своем фирменном стиле пытался сохранять спокойствие, но его жесты не лгали. Казалось, Таеон держит Чингука за руку, словно пытаясь удержать надвигающуюся бурю. Но Чингук резко оттолкнул руку, так что Таеон немного отшатнулся. Самым большим сюрпризом была не эта минимальная физическая грубость, а то, что произошло дальше. Чингук приблизился лицом к Таеону, что-то неразборчиво прошептав в микрофон, но достаточно, чтобы выражение лица Таеона мгновенно изменилось со спокойного на совершенно разбитое. Этот короткий момент, который теперь стал вирусным с хэштегом решетка Юнка Коутов Чонтрол, открыл двери для диких предположений о том, что на самом деле произошло за кулисами самой культовой дружбы в современной музыке. Внимательные фанаты начали складывать пазлы, ища скрытые подсказки в их взаимодействии за последние несколько месяцев. Это кульминация бесчеловечного давления на рабочем месте, или же за этим скрывается личный конфликт, давно затаившийся под поверхностью братского образа, который они демонстрируют публике? Многие заметили, что в последних выступлениях дистанция между Чингуком и Таеоном, казалось, увеличилась, словно их разделяла невидимая стеклянная стена. На различных дискуссионных платформах начали возникать риторические вопросы: до каких пор человек, независимо от его известности, способен скрывать свои истинные эмоции ради выполнения контрактных обязательств и ожиданий миллионов людей? Первые скрытые подсказки появляются при углубленном анализе фона видео. Некоторые сотрудники бегали на заднем плане с безумными выражениями лиц, намекая на то, что происходящее не является частью сценария или содержания развлекательного шоу. После взрыва эмоций Чингука воцарилась тишина, словно весь персонал на месте происшествия затаил дыхание, осознавая, что только что стали свидетелями события, способного разрушить репутацию, создававшуюся годами. Эмоциональный накал этой новости усилился, когда анонимные очевидцы, утверждавшие, что находились на месте происшествия, начали давать противоречивые, но одинаково тревожные показания. Некоторые говорили, что Чингук работал без перерыва 48 часов, в то время как другие утверждали, что напряженность в отношениях с Таеоном достигла критической точки еще с утренней репетиции хореографии. Кульминацией первой главы становится осознание публикой того, что видео – это не просто мелкий инцидент, а симптом чего-то гораздо большего.
Международные СМИ начали освещать, как психическое здоровье айдолов часто приносится в жертву ради создания образа совершенства. Однако для ARMY дело не только в психическом здоровье. Речь идет о двух душах, которые, кажется, борются друг с другом или, возможно, с чем-то, что заставляет их расстаться. Почему Чингук, который всегда ставит своих старших братьев выше всего, ведет себя так, будто Тэйон – источник его боли? И почему Тэйон, известный своей смелостью говорить, предпочел молчать на 1000 языков, даже когда видео облетело весь мир? Напряжение еще больше усилилось, когда агентство Big Hit Music выпустило очень короткое и двусмысленное заявление, которое вместо того, чтобы разрядить обстановку, лишь еще больше разожгло подозрения. Они просто попросили фанатов не строить домыслов и уважать частную жизнь артиста, банальная фраза, обычно используемая для сокрытия крупных кризисов. В разгар этой неопределенности появился скриншот старого поста Чингука на платформе для общения с фанатами, который теперь переосмыслили с новой точки зрения. В посте содержались слова о предательстве и огромной потере, которые тогда считались просто выражением восхищения искусством, но теперь рассматриваются как скрытое послание, адресованное очень близкому человеку. Взаимоотношения между Чингуком и Тэйоном всегда находятся в центре внимания, но на этот раз атмосфера кажется иной. В каждом анализе видео чувствуется безнадежность. Эксперты по языку тела, опрошенные различными новостными каналами, начали разбирать каждое подмигивание и положение плеч Чингука в вирусном ролике. Они пришли к выводу, что Чингук был в агрессивном состоянии не из-за обиды, а скорее из-за глубокого разочарования, как будто он пытался вырваться из невидимых оков. Между тем, Тэйон изображен как человек, скорбящий в толпе, душераздирающий парадокс для любого, кто когда-либо ощущал их близость. Еще одним глубоким шоком стали сообщения о том, что незадолго до инцидента в зале заседаний разгорелись жаркие дебаты о будущем направлении их сольных карьер. Возможно ли, что профессиональное соперничество отравило столь тесные личные отношения? Или же за кулисами индустрии стоит третья сторона, теневая фигура, которая намеренно стравливает их друг с другом ради финансовой выгоды? Эта новость не может игнорировать тот факт, что каждый раз, когда в такой крупной группе, как BTS, происходит раскол, это ощущается на фондовой бирже и экономической стабильности южнокорейской индустрии развлечений в целом. Однако за цифрами и статистикой скрываются два молодых человека, которые, похоже, находятся на грани эмоционального срыва. Мир словно остановился для фанатов, когда они поняли, что кумиры, которых они считали героями без изъянов, оказались всего лишь обычными смертными, способными потерять контроль над собой. Короткий видеоролик стал неопровержимым доказательством того, что у славы есть темная сторона, которую редко затрагивают основные СМИ. Отказ Чингука от контроля – это символ сопротивления системе, которая требует от него всегда улыбаться, даже когда его сердце разбито. Тэйон, с другой стороны, стал символом тихой стойкости, которая, вероятно, и является ключом ко всей этой головоломке. Сейчас аудитория по всему миру разделилась на два лагеря – тех, кто защищает действия Чингука как проявление честной человечности, и тех, кто опасается последствий такого поведения для целостности своей любимой группы. С наступлением ночи в Сеуле давление в социальных сетях не утихало. Каждую секунду появляются новые теории – от правдоподобных до самых конспирологических. Некоторые говорят, что Чингук пытался защитить Тэйона от чего-то более опасного, и его гнев был направлен на руководство, но Тэйон оказался не в том месте и не в то время. Другие подозревают, что видео было намеренно слито внутренними силами, чтобы отвлечь внимание от более важных проблем. Однако одно можно сказать наверняка – этот короткий момент изменил все. Образ Чингука как послушного младшего брата померк, уступив место образу взрослого мужчины, борющегося с бушующей внутренней бурей. Атмосфера в их общежитии, обычно описываемая как место, полное смеха и тепла, теперь представляется холодной и напряженной, словно разрезанной ножом. Фанаты начали мирную акцию протеста перед зданием агентства, не требуя объяснений, а чтобы оказать моральную поддержку обоим артистам. Однако за этой поддержкой скрывается настоящий страх. А вдруг это начало конца? А вдруг тот короткий момент в тускло освещенном коридоре стал поворотным пунктом, после которого их отношения уже никогда не вернутся к прежнему состоянию?
Любопытство, которое преследует всех, больше не связано с тем, что они делают, а с тем, что они скажут, когда их, наконец, заставят заговорить. Интернет продолжает прочесываться интернет-детективами. Они обнаружили, что за несколько секунд до того, как видео было прервано, на заднем плане раздался слабый голос, зовущий Чингука по имени очень тревожным тоном. Это был не голос сотрудника, а голос другого участника, звучавший очень встревоженно. Это добавляет еще больше загадки. Что-то произошло до того, как камера начала запись. Почему Чингук так настороженно относится к Тэйону, фигуре, которая обычно является его защитником? Эти вопросы витают в воздухе, создавая напряженную атмосферу, которая душит любого, кто следит за развитием событий. Читателя волнует повествование, иллюстрирующее, насколько хрупко счастье на вершине мира. Мы часто видим, как они смеются на сцене перед десятками тысяч людей, но редко задумываемся о том, каково это — сталкиваться с самыми личными конфликтами под пристальным вниманием. Чрезмерный гнев Чингука — горькое напоминание о том, что за блеском костюмов и грима скрывается настоящая кровь и слезы. Молчание Тэйона олицетворяет миллионы людей, которые предпочитают проглотить горечь, чтобы сохранить псевдомир. Противоречие между ними создает реальную драму, которая драматичнее любой выдумки. С течением времени эти новостные сюжеты все глубже и глубже проникают в цифровые каналы, отслеживая их следы. Было обнаружено, что за несколько часов до инцидента Тэйон загрузил фотографию черно-белого пейзажа с очень поэтичной, но меланхоличной подписью. Теперь эта фотография рассматривается как знак или, возможно, прощальное послание на определенном этапе их жизни. Чингук, который обычно всегда ставит лайки или комментирует посты Тэйона, на этот раз полностью отсутствовал. Это простое отсутствие цифрового взаимодействия послужило подтверждением теории конфликта, согласно которой между ними что-то было не так. Ажиотаж достиг своего пика, когда опытный журналист из Южной Кореи, специализирующийся на развлекательной индустрии, слил информацию о предстоящем важном объявлении, связанном с этим инцидентом. Слухи о распаде, перерыве или уходе одного из участников начали преследовать умы всех фанатов. Однако среди всей этой суеты короткий момент между Чингуком и Тэйоном остается в центре внимания. Этот момент стал глубоким потрясением, заставившим всех увидеть другую сторону к поп-индустрии, скрытую за шелковыми занавесами. Напряжение, нараставшее с первой строчки этой новости, достигло такой степени, что читатели не могут оторвать взгляд, желая узнать больше о том, что на самом деле произошло за секунды до окончания видео и с какими последствиями им пришлось столкнуться. Это эмоциональное путешествие только начинается. Каждая мелочь, от выдохов Чингука до едва уловимых вибраций в руках Тэйона, стала предметом бесконечного анализа. Как будто весь мир наблюдает за современной трагедией, разворачивающейся в реальном времени. Больше нет никаких сомнений в том, что этот инцидент нанес глубокие раны как виновникам, так и тем, кто стал его свидетелем издалека. Мы вынуждены задуматься, имеем ли мы, как зрители, право требовать правды, или же мы просто являемся частью давления, которое в конечном итоге заставляет Чингука потерять контроль? Этот риторический вопрос завершает первую часть нашего расследования, оставляя пустоту, которую необходимо немедленно заполнить новыми неожиданными фактами в последующих главах. Теперь все взгляды прикованы к тому, какие шаги предпримет Тэйон в ответ на эту ситуацию. Будет ли он продолжать молчаливо защищать кого-то, или, наконец, заговорит и раскроет правду, которая, вероятно, разобьет сердце многих? С другой стороны, Чингук находится на распутье между сохранением своего имиджа и тем, чтобы оставаться самим собой со всей своей эмоциональной сложностью. Сюрприз, ожидавший за закрытыми дверями здания HYBE, оказался намного больше, чем кто-либо мог себе представить. Каждая из скрытых подсказок, которые мы здесь обсуждали, это лишь верхушка айсберга заговора и эмоционального конфликта настолько масштабного, что в него вовлечены не только два человека, но и вся система, поддерживающая их глобальный успех. В разгар этой неопределенности ARMY постоянно пересматривали видео в поисках какой-нибудь детали, которую можно было упустить. Тень на стене, бесшумное движение губ или, возможно, отражение в глазах Тэйона, которое могло бы дать окончательный ответ. Это напряжение уже не просто сплетни о знаменитостях.
Речь идет о понимании границ между личной жизнью и публичным потреблением, между любовью и одержимостью, между реальностью и фантазией, которые так искусно выстраивались годами. Чингук и Тэйон со всем своим обаянием и талантом теперь стоят в эпицентре бури, которую они сами создали, или, возможно, которую мир создал для них. Какова бы ни была правда, та ночь в том тусклом коридоре навсегда изменила их историю. И мир все еще затаил дыхание, ожидая, что произойдет, когда наступит рассвет и правда начнет медленно, но верно раскрываться. Тишина, последовавшая за цифровым взрывом, была не успокаивающей, а скорее жуткой, подобной затишью перед сильным штормом. В течение 48 часов с тех пор, как 15-секундное видео потрясло основы индустрии развлечений, штаб-квартира HYBE в Йонсоне выглядела как осажденная крепость. Не было никаких дополнительных официальных заявлений, никаких постов.